Дисклеймер. Копия игры была предоставлена разработчикам. Cursed New Year представляет собой очень бюджетный и крайне короткий хоррор. Не путать с survival хоррорами. Тут у нас просто симулятор ходьбы со скримерами. Психологического хоррора, вопреки описанию, тоже ждать не стоит. Каких-то копаний в головах персонажей тут нет, да и сложных теорий и толкований происходящего тоже не повыстраиваешь. Для этого банально нет материала, не с чем работать. Если все облазить, все читать и максимально неспешно продвигаться, то проходится проклятый Новый год минут за 25. Наверное, это самая короткая игра, которую я прошел за вычетом пары-тройки бесплатных проектов. При этом и такой хронометраж получен преимущественно за счет крайне медленного перемещения героя. При нормальной скорости игра проходилась бы в 2 раза быстрее. Окей, я понимаю. В симуляторах ходьбы низкая скорость передвижения довольно распространенный прием для увеличения хронометража. Но обычно в подобных проектах процесс передвижения сопровождается красивыми видами, приятной музыкой, воспроизведением аудиодневников, разговорами и повествованием на фоне. Но тут ничего этого нет. Да и согласитесь, очень странно, что столкнувшись с чем-то страшным и сверхъестественным, человек продолжает максимально неспешно в развалочку ходить по проклятому особняку. Тем не менее, проект на удивление рабочий, в нем ничего не поломано, а при игре ночью и в наушниках скримеры могут немного пощекотать нервы. Но и каких-то восторгов он, увы, не вызывает. Место действия, дом, не выглядит жилым и реалистичным, как в плане дизайна и наполнения, так и с точки зрения планировки. Локации слишком темные, даже во вступлении, при наличии света, половина комнат не освещены, а если зайти в темный угол, не видно вообще ничего. И в освещенных комнатах потолки и верхняя часть стен почему-то в тени. Как пример, лестница. Прямо перед ней висит люстра, но поднявшись на 5 ступенек, ты погружаешься в непроглядную тьму. В реальной жизни освещение так не работает. И да, лампы постоянно мигают, что при игре ночью и в темноте бьет по глазам. Игра максимально линейна, тут некуда свернуть, нечего поизучать, на всю игру 3 записки, не с чем повзаимодействовать, не надо ломать голову, куда идти и что делать. Я небольшой фанат пазлов, но можно было добавить сюда хоть один, чтобы как-то разнообразить игровой процесс. Или ключи от дверей запрятать посильнее. В плане графики она звезд с неба не хватает, но и глаз особо не режет. Ожидать чего-то большего от копеечного хоррора на Unity, сделанного, судя по всему, одним человеком, было бы наивно. Из плюсов понравились моменты с красным пульсирующим освещением, эффекты с дымкой и удлиняющимся коридором. Это уже на ступеньку выше многих похожих проектов. Звуковое сопровождение, за вычетом неестественной озвучки, в целом тоже понравилось. Звуки нагнетают напряжение и хорошо дополняют происходящее на экране. Скримеры довольно резкие, но уши не режут. Музыки как таковой нет, скорее просто фоновый шум. Но в данном случае она особо и не нужна. Настроек в ранней версии нет, менюшка не открывается. Но я сомневаюсь, что там есть что настраивать, кроме разрешения. Зато игра нормально работает с геймпадом от Xbox Series за вычетом меню, хоть поддержка контроллеров и не заявлена. Но с управлением есть и косяки. Перекрестие никак не отображается на экране, пока ты точно не наведешься на интерактивный предмет. А потому, когда надо подобрать крошечный ключ, ты как дурак вертишь стиком, пытаясь попасть в нужную точку. История обрывочная, толком непонятно, что тут вообще произошло. Дальше будут спойлеры, а потому, если вы хотите узнать сюжет самостоятельно, у вас есть 10 секунд, чтобы перемотать до заключения. Итак, сюжет, как я его понял. Вы аниматор и приезжаете к клиентке, чтобы сыграть Санта-Клауса для ее дочери. Отдельно стоит заметить, что Санта разносит подарки на Рождество, а не на Новый год, что делает название несколько бессмысленным. Ну да ладно. Поговорив с женщиной, вы идете наверх, переодеться в костюм. И сразу после этого в доме начинает твориться всякая чертовщина. Гаснет и мигает свет, сами включаются телевизоры, открываются и закрываются двери, раздаются шаги и прочие шумы. А позже появляются, как я предполагаю,
Призраки родителей девочки. В какой-то момент эти призраки проводят вас к извлеченным глазам, судя по виду не настоящим. Причем тут вообще глаза? Я так и не понял. Если это глаза родителей, почему их 3, а не 4? А после этого открывается выход, и вы попадаете в светлую комнату с запиской от дочери. И на этом все. Судя по всему, отец девочки повесился, а потом, не справившись с горем и финансовыми трудностями, суициднулась и мать, всадив себе нож в шею. Позже осиротевшую девочку усыновила новая семья, и вроде как на момент 14-летия, через 5 лет после смерти родителей, у нее все хорошо. При этом причины, побудившие отца семейства совершить суицид, не озвучиваются. Также непонятно, как и зачем призрак матери заманил в дом несчастного аниматора. Да, когда включается телевизор, там слышны тяжелое дыхание и испуганные вскрики мужчины. Видны свисающие с потолка руки или что-то свисающее с потолка, толком не разобрать. А также появляющийся на стене глаз. Опять глаз. Также там есть какая-то записка с обещанием разрушить кому-то жизнь. И 2 перевернутых креста рядом с ней. Но что это значит, кто эту записку написал, что это были за руки и т.п. никак не объясняется. Был ли на видео отец семейства? Была ли эта записка адресована его жене? И если да, то кем? Все это осталось без ответов. Как итог, порекомендовать данную игру я могу только большим любителям подобных развлечений. И только в том случае, если ценник на нее будет соответствующий. Предыдущий проект автора в СНГ стоил $1 с копейками. И с учетом скидок на распродажах, да, такая цена оправдана. Каким-нибудь детям, ограниченным в финансах и не обладающим мощными компьютерами, но желающим сыграть во что-нибудь пугающее, подобные проекты вполне могут зайти, особенно на Хэллоуин. Но более искушенные игроки вряд ли найдут тут что-то интересное. Cursed New Year далеко не самая плохая игра, которую прислали на мою кураторскую страничку. Если быть точнее, это одна из нескольких игр оттуда, которые в принципе можно назвать игрой, поскольку в большинстве случаев мне присылают откровенный трэш. Потраченных 25 минут на прохождение я не пожалел, ну и покупать бы данный проект я стал разве что в составе какого-нибудь недорогого бандла с инди-хоррорами. С другой стороны, покупая игру в Steam, вы особо ничем не рискуете. Если она вам не понравится, ничто не помешает вам сделать рефанд после прохождения. Спасибо за просмотр. Делитесь своими впечатлениями, комментариями. Мне всегда любопытно узнать ваше мнение о моих видео, что можно улучшить, над чем поработать. Также хотел извиниться за то, что затянул с публикацией новых обзоров. Летом старался больше бывать на свежем воздухе, а потом было много дел, и у меня просто не хватало времени и энергии, чтобы засесть за написание текста и монтаж видеоряда. Ролик вышел спонтанным. На самом деле я планировал сначала выпустить обзор на игру по гораздо более известной франшизе, приурочив его к Хэллоуину, но вместо него взялся за новую подработку. Но тот ролик тоже в работе, надеюсь, вы его посмотрите, хоть праздник уже и прошел. Всем хорошего дня и до скорых встреч.